Эволюция и деградация — очень обширная тема, которую можно раскрывать долго. Но в данном выпуске я думаю, что хорошо, если хотя бы пищу для размышлений даст нам. Это эволюция и деградация. Например, когда говорят об эволюции, многие воспринимают это так, как будто бы ты, говоря об эволюции народа, подразумеваешь, что этот народ стал совершенным, идеальным. Хотя это далеко не так. Говоря об эволюции какого-то народа, имеется в виду достижения этого народа в каких-то важных направлениях. И эволюция любая, она сопровождается в чем-то другом упадком, деградацией. То есть это всегда двойственный процесс и постоянное движение. История человечества вообще это постоянное движение. Одни цивилизации поднимаются, другие рушатся. И эволюция — это не только рост технологий, это и внутреннее развитие, и общество, и его морали, и его сознание. А деградация — это не только бедность и разруха, но и потеря смысла, когда прогресс перестает служить человеку. И все в мире, как я уже сказала, двойственно. Любое достижение может обернуться утратой в чем-то другом. Какова роль религии в этом? Религия может быть источником силы, источником единства, опорой морали, но она может также стать инструментом подавления. В ней всегда два начала — свет и тень. Когда вера превращается в страх, а традиция в догму, общество замирает. Но там, где вера соединяется с человечностью, свободой, культурой народа, появляется настоящее возрождение духа. Если уж говорить о религии, интересные наблюдения можно вывести из таких примеров, как греки, армяне, евреи, у кого религия стала как бы вторым лицом их народа. Она тесно сплелась с культурой и поэтому помогла этим народам сохранить себя, свою идентичность. Поэтому задача — сохранить корни, даже когда мы растем в глобальном мире. И эта задача, она вполне достижима. Те, кто у нас за какой-то старинный образ жизни, кто-то за арабский, кто-то за чеченский старинный образ жизни, они должны понимать, именно отказ от прогресса, слишком застревание в прошлом, оно как раз-таки и может сломить. Какие есть современные примеры, где страны сумели пройти путь эволюции и сохранить себя? Скандинавы. Скандинавы — это пример баланса между технологиями и гуманизмом. А Япония — это вообще чудо восстановления после войны, хотя теперь у них есть другая проблема — это демографический кризис, это усталость общества. Израиль — это народ, сохранивший свою идентичность, несмотря на очень сложную судьбу, на разные перипетии жизни. Южная Корея — это синтез, где люди сумели сохранить и традиции, и сделать цифровое будущее, создать себе. Вот молодцы, можно сказать. Франция — символ гражданской свободы и культуры. Россия — пример деградации, институтов, авторитаризм, коррупция, пассивность народа. Афганистан — пример духовного застоя. Это и фанатизм, и подавление женщин, и войны. Сирия — это трагедия разрушений, трагедия народа. Сомали — это распад государства и отсутствие единства. И даже в истории Рима, когда Рим погиб не от внешнего врага, а от внутреннего разложения, все это нам дает такой вывод, что деградация начинается там, где исчезает свобода и разрушается образование. Как же происходит прогресс, где материальное и духовное соединяется? Истинный прогресс — это равновесие духовного и материального. Потому что материальные достижения без духовных ценностей, они ведут к пустоте души. А душа духовная без материального ведет к беспомощности.
И то, и другое нельзя допускать. Нужно научиться соединять эти две составляющие для того, чтобы строить общество и города, не разрушая душу. Создавать технологии, не теряя человечность. Будущее, оно в балансе, в умении сохранить традиции и адаптироваться к миру технологий. В образовании, которое учит не только считать, но также учит и гуманизму, учит чувствовать, учит духовности. Будущее в молодежи, которая ищет смысл, духовность не показную, а настоящую внутреннюю, а не только успех. И если человечество научится соединять знания с совестью, это и будет настоящая эволюция. И вот среди этих примеров эволюции, для завершения эпизода об этом, где мы говорили про Японию, восстановившуюся после катастрофы, про евреев, сумевших сохранить язык, культуру, идентичность, хочется сказать и о чеченцах, которые народ с глубокой традицией, как бы с одной стороны он действительно можно похвалиться то, что сохраняет себя, но это нужно говорить и о нынешних, сегодняшних проблемах, когда мы стоим на перекрестке, и сохранить свои корни становится все тяжелее. С одной стороны, это иммиграция, это, с другой стороны, русскоязычная среда постоянно, и очень сильное влияние чужой идеологии, как арабской. Не поддавшись всему этому разделению на религиозные секты, вот это и будет сохранение и эволюция духа. Если взглянуть на прошлое, можно заметить, что великие цивилизации, такие как Египет, Месопотамия, Рим, Китай, они поднимались благодаря очень земным причинам. Во-первых, это было место. Люди строили свои города там, где можно было жить, возле рек, на плодородной земле, где растет урожай, и можно торговать. Во-вторых, это была организация самих народов, успешные общества. Они умели объединяться, строить дороги, каналы и создавать систему власти, где принимались решения быстро и понятно. Третье — это была изобретательность. Они постоянно что-то улучшали, создавали новые инструменты, осваивали металлургию, придумывали способы хранения и передачи знаний. Что у нас, сильно пострадало. То, что у нас было, что-то записано во время депортации и так далее, все уничтожалось намеренно. И, наконец, обмен, торговля, культура, идея. И цивилизации вдохновляли друг друга и росли вместе. А причины упадка, они почти всегда одинаковые, и тогда, и сегодня. Это истощение природы, коррупция, неравенство, внутренние конфликты, войны, кризисы настоящей духовности, когда рушится доверие, рушится и общество. И сегодня мир столкнулся с теми же вызовами, только в новых формах. Мы живем в эпоху технологий и цифровизации, стремительного прогресса. Мы умеем лечить болезни, управляем машинами, которые думают вместо нас, и создаем виртуальные миры. Но вместе с тем становимся зависимыми от системы, от экранов потребления. Комфорт растет, а смысл какой-то, человечность теряется. И настоящий прогресс, он не только в машинах, он прежде всего в человеке, в умении быть добрым, в умении быть справедливым, сознательным, осознанным. Осознанность, это, казалось бы, просто слово такое красивое, но на самом деле без осознанности вообще невозможно. Когда технологии служат человеку, а не человек технологиям, вот именно тогда развитие становится гармоничным и настоящим. Истинное выживание цивилизации — это не вопрос силы, а вопрос баланса. Если люди уважают природу, образование, справедливость, они растут. Если живут ради наживы и власти, они повторяют судьбу разрушенных цивилизаций прошлого. И поклонение прошлому — это дорога в никуда, когда люди слишком идеализируют прошлое, свое или тем более чужое, как в нашем случае. Одной из причин, почему чеченское общество
застряла между прошлым и будущим, стало слепое поклонение древнеарабскому образу жизни. Некоторые воспринимают его как единственно правильный путь, забывая, что он отражал реалии пустыни тысячелетней давности, а не современного мира. И парадокс в том, что даже современные арабы, живущие в Европе, ушли далеко вперед. Среди них много образованных, интеллигентных людей, женщин, которые открыто говорят о правах, критикуют фанатизм и религиозные догмы. Они развиваются, учатся, спорят, ищут баланс между верой и разумом. А у нас умные мужчины и женщины вынуждены молчать. Их сдерживает какой-то, не то чтобы даже страх, кого-то страх, но кого-то сдерживает, просто не хотят поднимать эти темы, потому что это неприятно, так как общество, если в целом осуждает любую критику, то никому не хочется привлекать к себе внимание, быть осмеянным и так далее. Это молчание не от слабости, оно как бы от безысходности, от давления среды, где любое инакомыслие считается грехом, а свобода слова почти преступлением. Так общество теряет своих лучших людей, теряет мысль, теряет творчество, прогресс. И все ради иллюзии, что можно построить будущее, копируя даже не свое, а чужое прошлое. А жить нужно не по памяти чужого прошлого, а по совести и по разуму. Хочется сказать о роли женщины. Женщина — это не просто хранительница дома, как привыкли говорить. В ее руках куда больше возможность изменить мир к лучшему в ее руках. Мужская энергия по природе своей бурная, порывистая, стремящаяся завоевать и подчинить. Если ее не направлять, она может вернуться разрушением, войной, фанатизмом. Это и так оборачивается, мы все это видим. Это все мужская энергия, все вот эти прелести нашей жизни. Только женщина способна придать этой силе смысл. Именно она тот внутренний компас, который может повернуть мужчину к созиданию, к состраданию, к жизни, а не к смерти. Когда женщина молчит, общество становится жестоким. Когда она говорит, появляется надежда. Поэтому освобождение женщины — это не только не угроза традициям, а их спасение. Ведь только там, где женщина уважаема и свободна, мужчина обретает человечность, а народ — будущее. Сегодня чеченский народ, как и многие другие, стоит на перекрестке. Люди, идущие в ногу со временем, нередко подавляются. Умные, образованные считают, что ничего не могут изменить. И это очень опасная ошибка. И часть общества, которая считает себя духовным, разъедает народ изнутри. Тем, кто считает себя духовными, легко осуждать материалистов. А вот материалисту труднее нападать на духовного человека. Ведь даже заядлый материалист, он где-то в глубине души чувствует, что материя — это далеко не все. Его внутренний мир, его культурное наследие все равно сохраняет память о духовном. В нем, если он нормальный человек, из нормальной семьи, в нем сохраняется что-то человеческое, хорошее, и это живет в нем как бы в подсознании. Сила эволюции в умных людях, а не в самопровозглашенных вождях нашего народа, которые назначают должности и себе, и своим родственникам. Простые, но мыслящие люди могут стать источником перемен, создавая даже виртуальные сообщества. Интеллектуальные, культурные, творческие. Именно такие связи удерживают народ от распада.